А из всех йогов тот, кто всегда погружен в мысли обо мне, пребывающим в его сердце, и исполненный непоколебимой веры, поклоняется и служит мне с любовью, связан со мною самыми тесными узами и достиг высшей ступени совершенства. Таково мое мнение. Комментарий, большой комментарий Шрилы Прабхупады. Особое внимание в этом стихе заслуживает слово «баджатея». Оно образовано от глагольного корня «бадж», который несет в себе идею служения. Слово «поклоняться» не полностью совпадает по смыслу с словом «бадж». Поклоняться значит чтить кого-то, оказывать ему почести. Но слова, выражающие идею служения с любовью и верой, используются исключительно в связи с Верховной Личностью Бога. Тот, кто оказывается выражать почтение какому-либо полубога или уважаемому человеку, рискует послать невеждой. Но тот, кто оказался служить Верховному Господу, обрекает себя на жалкое существование. Каждое живое существо неотъемлемо частица Господа и по природе своей предназначено для того, чтобы служить Ему. Отказываясь от этого, оно впадает в низшие сферы бытия. Это подтверждается в Бхагаватам. Йошам пурушат сакшат атма прабхавам ишварам набаджанти абаджананти стханад браштах патанти абхах. Тот, кто предвечному Господу, источнику всех существ, и не исполняет своего долга перед Ним, неизбежно лишит своего естественного положения и окажется в сетях адской жизни. В данном стихе с Шримад Бхагаватам тоже употреблено слово «баджанти». Это подтверждает, что «баджанти» указывает на служение Верховному Господу, тогда как слово «поклонение» может также употребляться по отношению к полубогам и обыкновенным существам. В этом стихе есть еще одно слово «аваджананти», которое также встречается в Бхагавад-гите. «Аваджананти ма будха», 9 глава, 11 текст. Только глупцы и негодяи пытаются принизить Верховную Личность Бога, Господа Кришну. Такие глупцы берутся писать комментарии к Бхагавад-гите, хотя сами не желают служить Господу. В результате они разницу между словами «баджанти» и «поклонение». Высшей ступенью йоги является бхакти-йога. Все остальные йоги не более чем средство достижения бхакти. Строго говоря, слово «йога» означает именно бхакти-йогу, а все прочие виды йоги – это ступени, позволяющие прийти к бхакти-йоге. От начала карма-йоги и до вершин бхакти-йоги лежит длинный путь духовного самопознания. Он начинается с деятельности, без стремления к плодам своего труда. Когда человек, практикующий карма-йогу, обретает духовные знания и избавляется от привязанности к мирским наслаждениям, он поднимается на уровень гьяна-йоги. А когда гьяна-йоги он добавляет физические дыхательные упражнения и медитацию, объектом которой является сверхдуша, он достигает ступени аштанга-йоги. Поднявшись выше уровня аштанга-йоги, человек приходит к служению Верховной Личности Бога Кришне. Это и есть бхакти-йога, вершина лестницы йоги. В сущности, бхакти-йога является высшей целью, но чтобы овладеть этой наукой, необходимо также понять суть всех остальных методов йоги. Йог, стремящийся к высшей цели, стоит на верном пути, ведущем к вечному счастью. А тех, кто достигнув определенной ступени йоги, останавливаются на ней и не идут дальше, так и называют, соответственно, карма-йогами, гьяна-йогами, дьяна-йогами, раджа-йогами, хатха-йогами и так далее. Если кому-то посчастливится сразу встать на путь бхакти-йоги, следует понимать, что он уже миновал все остальные ступени йоги. Иными словами, сознание Кришны – это высшая ступень йоги. Так, Гималая – это самые высокие горы в мире, а среди них высочайшая вершина – это Эверест. Только тот, кому очень посчастливится, может встать на путь бхакти-йоги и, следуя указаниям ведических писаний, утвердиться в сознании Кришны. Совершенные йоги сосредотачивают ум на Кришне, Шьямасундаре, чье прекрасное тело цветом напоминает грозовое облако, а лотосоподобный лик сияет, словно солнце. Одежда Господа усыпана драгоценными камнями, а грудь украшена гирляндой из цветов. Ослепительное сияние, исходящее от его тела и называемое Брахмаджьоти, освещает все стороны света. Он приходит в этот мир в разных образах, такие как Раман, Рисимха, Вараха и Кришна, Верховная Личность Бога. Появляясь на земле в облике человека, он становится сыном матери Ишоды и носит имена Кришна, Говинда и Васудева. Он идеальный сын, муж, друг и господин, и он исполнен всех совершенств и божественных качеств.
Того, кто полностью знает эти свойства Господа, считают лучшим из йогов. Достичь этой высшей ступени совершенства можно, только идя путем бхакти-йоги. Ведические писания подтверждают это. Ясья деве пара бхактиль ядха деве татха гуро тасьянте катхатах ярдхах пракашанте махатманах. Только тем великим душам, которые обладают непоколебимой верой в Господа и духовного учителя, открывается суть ведического знания. Шваташватара Упанишад. Бхактир асья баджанам тат иха мутропадхи на найрасьена мушмин манах калпанаш этого найшкармьям. Бхакти — это преданное служение Господу, свободное от стремления получить выгоду в этой жизни или в следующей. Избавившись от этого стремления, человек должен сосредоточить ум на Всевышнем. В этом смысл слова «найшкармья» Гопала Тапани Упанишад. Вот некоторые из принципов бхакти-йоги, позволяющие обрести сознание Кришны, которое является высшей ступенью совершенства йоги. Так заканчивается комментарий Бхактиведанты к 6 главе Шримад Бхагавад-гиты, которая называется Дьяна-йога. Yoginam api sarvesham madgaten antaratmana shraddhavan bhajate yomang sa me yuktatamo mataha. Lord Krishna said, and of all yogis, the one with great faith who always abides in me, thinks of me within himself, and renders transcendental loving service to me, he is the most intimately united with me in yoga, and is the highest of all. That is my opinion. А из всех йогов тот, кто всегда погружен в мысли обо мне, пребывающем в его сердце, и исполненный непоколебимой веры, поклоняется и служит мне с любовью, связан со мной самыми тесными узами и достиг высшей ступени совершенства. Таково мое мнение. So, here in the first few chapters of the Bhagavad Gita, Krishna discusses different types of yoga practice. В нескольких первых главах Бхагавад-гита Кришна обсуждает различные виды практики йоги. But he concludes in this verse, which is the last verse of the first third of the Bhagavad Gita. И в этом стихе он делает заключение. Этот стих — это последний стих 6 главы Бхагавад-гиты. Prabhupada said Bhagavad Gita can be divided into 3 sections of 6 chapters each. Шрила Прабхупада говорит, что Бхагавад-гиту можно разделить на 3 части, в каждой по 6 глав. And the essence of the Bhagavad Gita is contained in the middle 6 chapters. И самая суть Бхагавад-гиты содержится в средних 6 главах. So this last verse at the end of the first section introduces us into the essence of the Bhagavad Gita. Вот этот последний стих первой части Бхагавад-гиты, первых 6 глав, он и вводит нас в ее вторую, центральную часть. So there are many kinds of yoga, but Krishna is saying that Bhakti Yoga is the highest, it is the best. Итак, Кришна говорит здесь, что из многих видов йоги бхакти-йога является наилучшей. Bhakti Yoga is the best because Bhakti Yoga is the eternal activity of the soul in the spiritual world. Бхакти-йога является наилучшей, потому что она является вечной, естественной деятельностью души в духовном мире. That is our eternal constitutional position. Таково наше вечное, естественное положение. And other forms of yoga are preparatory processes. А другие формы йоги являются подготовительными процессами. Or they are like steps on the ladder leading up to the highest
highest level of bhakti yoga. Их можно сравнить со ступеньками на лестнице йоги, которые ведут к высшей ступени, которая называется бхакти-йога. Bhakti yoga is simultaneously the means and it is also the end. Бхакти-йога является одновременно и целью, и средством. Of course, there is no end in Krishna consciousness. Конечной целью. Разумеется, конца в сознании Кришны нет. Because Krishna consciousness is eternal. Потому что сознание Кришны является вечным. So Bhakti Yoga is introducing us into that eternal realm of transcendental love of Krishna. И бхакти-йога просто вводит нас в эту трансцендентную обитель любви к Кришне. Other forms of yoga can be helpful to some extent. Другие виды йоги могут помогать нам до какой-то степени. But they are not the goal in themselves. They are not our eternal constitutional position. Но сами по себе они не являются целью, они не являются нашим вечным естественным положением. Once we were walking in the park in Delhi with Shrila Prabhupade. Как-то однажды мы гуляли по парку в Дели со Шрилой Прабхупадой. And we saw one man standing on his head. И мы увидели там человека, который стоял на голове. Performing this what? Shirasana? Is that the name? Ширшасана. Shirshasana, okay. Который совершал ширшасану. And some devotees started laughing. И некоторые преданные начали над ним смеяться. But Srila Prabhupada said, do not laugh. Прабхупада сказал, не смейтесь. He said, this helps to make the body fit for spiritual life. Это позволяет ему подготовить тело к духовной жизни. You see, because in practicing spiritual life, we also use this body as a kind of machine. Потому что это наше тело материальное, подобно машине. What is that verse that Krishna says? В каком стихе Кришна это говорит? Huh? Lighter, погромче, пожалуйста. Да. Ishvara sarvabhutanam hrideshi arjuna tishtati brahmayan sarvabhutani yantra rudrani mayaya. Янтра значит? Слово янтра в этом стихе 18 главы означает как раз машина. Да, перевод стиха, пожалуйста. Кто скажет перевод? This. Он говорит, я нахожусь в сердце каждого живого существа, которое путешествует как будто бы в машине, сделанной из материальной энергии. So just like if you have a car, you have to change the oil periodically. You have to clean it. Так, когда вы едете в обычной машине, то вам нужно ее периодически мыть, заливать бензин. So it is helpful to keep the machine of the body in functioning, working order. Поэтому это помогает нам, если мы поддерживаем машину нашего тела в рабочем состоянии. We see that Srila Prabhupada himself took a morning walk every day. Можем увидеть, сам Шрила Прабхупада каждое утро ходил на утреннюю прогулку. About 1 hour. На протяжении часа. And quite brisk walk. И при этом он так быстро шел. And then again, at about midday, he had 1 hour of massage. Также каждый день на протяжении часа он принимал массаж. So he did give some attention to keeping the machine of the body in working order. Так мы видим, что он уделял внимание тому, чтобы машину своего тела поддерживать в рабочем состоянии. But the main focus of his activity was in bhakti, in devotional service to Krishna. Но главным фокусом его деятельности было бхакти, преданное служение Кришне. Translating books, preaching Krishna consciousness.
Перевод книг, проповедь Сознания Кришны. In the 18th chapter, Krishna says that one who is preaching his glories is very dear to him. Кришна говорит в заключении 18 главы, что тот, кто проповедует его славу, очень дорог ему. For him, devotional service is guaranteed, Krishna says, and at the end he will come back to me. Кришна говорит, такому преданному гарантировано достижение чистого преданного служения, и в конце он вернется обратно ко мне. So Prabhupada, he was fully absorbed in preaching Krishna consciousness. Шрила Прабхупада, он был полностью погружен в проповедь Сознания Кришны. And that was the order of his spiritual master. Таков был приказ, который он получил от своего духовного учителя. Prabhupada said that he didn't speak with his spiritual master on more than 10 occasions throughout his life. Прабхупада рассказывал, что он имел возможность лично пообщаться с своим духовным учителем не более 10 раз на протяжении всей своей жизни. Nowadays, devotees are having a lot of opportunity to meet their gurus. В наше время у преданных есть множество возможностей встречаться со своими гуру. Darshans, Есть даршаны, festivals, фестивали, email, электронная почта, telephone, телефон, скайп. yes, Skype, whatever. many means. Есть много средств коммуникации в наше время. But still, the essence is to understand the instruction of the spiritual master. Но так или иначе, суть в том, чтобы понять наставление духовного учителя. And the essence of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati's instructions to Srila Prabhupada, they are contained in just a few short instructions. И суть наставлений Шрилы Бхактивиданта Сарасвати Такура Шриле Прабхупаде содержалась всего в нескольких кратких словах. On the first meeting, На первой их встрече Prabhupada actually was not so keen to go to meet Srila Bhaktisiddhanta Saraswati на самом Thakur. деле в тот раз Шрила Прабхупада не очень-то и хотел идти навстречу к Шриле Бхактивиданта Сарасвати Такуру. His friend Narendra Malik wanted to take him. Это его друг Нарендра Малик. Малик тащил его с собою. But Prabhupada had seen many swamis come to his father's house for lunch. Прабхупада в своей жизни видел уже множество свами, которые приходили к его отцу домой на обед. And their main interest, he said, was to fill their belly. Он говорил, что их основной целью, как он видел, было просто наполнить свой желудок. So, therefore, he was not so inclined to meet another sadhu. Поэтому встретить еще одного садху ему было не очень-то интересно. But his friend told him, this is a very special sadhu. Но его друг сказал ему, нет, это совершенно особенный садху. So, yes, Prabhupada agreed to go there. В конце концов, Шрила Прабхупада согласился пойти туда. That was a rented house in Calcutta. Это было арендованное здание в Калькутте. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur began the Gaudiya Math in 1918. Шрила Бхактивиданта Сарасвати основал Гаудия Мат в 1918 году. And this meeting took place in 1922. А эта встреча произошла в 1922. So Gaudiya Math was just a very young organization. Гаудия Мат в то время был еще очень молодой организацией. Anyway, they met Srila Bhaktisiddhanta on the roof of that building. Так или иначе, они встретились со Шрилой Бхактивидантой на крыше этого здания. And immediately he said, "You are intelligent young men." И сразу же Шрила Бхактивиданта сказал им, вы образованные молодые люди. You should take to Krishna consciousness. Вы должны принять сознание Кришны. Preach in the English language. И проповедовать его на английском языке. And spread it all over the world. И распространить его по всему миру. At that time, Prabhupada was a follower of Gandhi.
На тот момент Шрила Прабхупада был последователем Махатмы Ганди. And he said, surely we should get independence for India first. И он ответил, но вначале мы должны добиться для Индии независимости. And then we can think about preaching. А тогда уже можно думать о проповеди. And Srila Bhaktisiddhanta Saraswati replied that governments keep changing in the material world. На что Шрила Бхактивиданта Сарасвати ответил ему, правительства в материальном мире постоянно меняются. But the same problems remain. Но проблемы остаются те же самые. Birth, death, old age and disease. Рождение, смерть, старость и болезни. But Krishna consciousness is the solution to these problems. Но сознание Кришны является решением для этих проблем. Because by practice of Krishna consciousness, a living being can go to the spiritual world. Потому что благодаря практике сознания Кришны живое существо может отправиться в духовный мир. And there he can live eternally. That's his eternal home. И там оно может жить вечно, потому что это его вечный дом. Not necessary to come back to this material world. Для него уже не будет необходимо возвращаться снова в этот материальный As мир. Krishna says many times in the Bhagavad Gita, Как Кришна много раз говорит в Бхагавад-гите, Janma karma chame divyam evam yo veti tatvata chaktvadeham punar janma naiti mam eti surjana. One who knows the transcendental nature of my appearance and activities, Krishna says, does not, upon leaving this body, come back again to this material говорит в этом world. стихе о Бхагавад-гите, что тот, кто знает трансцендентную природу моего явления и деяний в этом мире, тот, оставив свое материальное тело, уже не вынужден рождаться здесь снова. Abrahma bhuvanal loka punaravartinu arjuna mam upetya tukontiat punarjanma navidyate. From the highest planet in the material world down to the lowest, all are places of repeated birth and death. Или еще один стих, который говорит, что от Брахмалоки, высшей планеты материального мира, до самой низшей, все они являются местом страданий, где постоянно повторяется рождение и смерть. But one who attains to my abode does not come back again to this material world. Но тот, кто достигает моей обители, уже не вынужден снова рождаться в этом материальном мире. So that means he doesn't have to undergo birth, death, old age and disease again. Это означает, что он больше не вынужден встречаться с рождением, смертью, старостью и болезнями. He becomes an eternally liberated soul. Он становится вечно освобожденной душой. And thus he relishes eternal life full of bliss and knowledge. И так он может наслаждаться вечной жизнью, полной блаженства и знания. Absorbed in bhakti, devotional service to Krishna. Погруженный в практику бхакти, преданного служения Кришне. In the different rases, one of the different rases, В transcendental различных rases. расах, трансцендентных вкусах. So that Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said it is more important than trying to change some government here in, some country. И Шрила Бхактивиданта Сарасвати объяснял, что вот эта цель более важна, чем попытки сменить правительство в какой-то стране. So Prabhupada, he said that at that time I was convinced and I accepted him as my spiritual master, not officially, but within my heart. И Шрила Прабхупада сказал, что в тот раз он меня убедил, и я его принял моим духовным учителем. Еще не официально, но уже в своем сердце. And shortly before his spiritual master's departure from the world, И незадолго до ухода его духовного учителя из этого материального мира, Srila Prabhupada wrote him a letter in 1936. это был 1936 год, Шрила Прабхупада написал ему письмо, That I am a grihasta and I cannot stay with you and serve you so intimately as your sannyasi and brahmachari disciples. Он писал в этом письме, что я грехастка, поэтому не могу жить с вами и служить вам так близко, как служат ваши другие ученики саньяси и брамачари. But please tell me how I can best serve you. Но, пожалуйста, скажите мне, как я могу служить вам наилучшим образом. And he got the same instruction.
И в ответном письме он получил то же самое наставление. Preach Krishna consciousness in the English language and Проповедуй spread сознание it all over the world. Кришны на английском языке и распространи его по всему миру. So this is a very essence of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati's instructions to Srila Prabhupada. Это самая суть наставлений Шрилы Бхактивиданта Сарасвати Такура Шриле Прабхупаде. And one other especially instruction, good instruction or important instruction, he received, I believe, in 1935. И еще одно очень важное наставление он получил, кажется, в 1935 году. On the banks of Radhakund. Это было на берегу Радхакунды. And Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, he had constructed a big marble temple in Calcutta. В тот момент, к тому моменту, Шрила Бхактивиданта Сарасвати уже построил большой мраморный храм в Калькутте. But he heard that there was some quarrel among his senior disciples. Но он слышал о том, что уже происходит ссора между его старшими учениками. Who would live in which room? На тему того, кто будет жить в какой комнате в этом храме. So he said, Agun Jalbe, which means there will be fire. И он сказал, в Мадхе будет огонь, пожар. So he said it would be better to sell the marble and print books. Сказал, лучше было бы снять весь мрамор со стен этого храма, продать его и на вырученные деньги напечатать книги. So he told Srila Prabhupada, if you ever get money, print books. И он сказал, обращаясь к Шриле Прабхупаде, если у тебя когда-нибудь будут деньги, пожалуйста, печатай книги. So this is also one of the essential instructions. И это также одно из самых важных наставлений. And Srila Prabhupada meditated deeply on these instructions. Шрила Прабхупада очень глубоко медитировал на эти наставления. And worked on fulfilling those instructions. И работал над тем, чтобы воплотить их в жизнь. 1944 began Back to Godhead. В 1944 году начал издавать журнал Back to Godhead. Just a 2-page publication on a newsprint. Тогда это была просто газета на 2 страницах, черно-белая. But he continued it throughout his life. Но он продолжал это делать на протяжении всей жизни. In the 1970s, it was a beautiful color magazine and 1 million copies being printed in English. В 70-е годы Back to Godhead превратился в прекрасный цветной журнал, и на английском языке разнялось 1 миллион экземпляров. And of course, he worked very hard in the 1950s, translating and printing the first volumes of Srimad Bhagavatam. Также в 50-е годы он тяжело трудился над тем, чтобы издать перевод Шримад Бхагаватам. And when he had published the first 3 volumes, и когда издал первые 3 тома этого перевода Бхагаватам, then he got a free ticket to America. Он получил бесплатный билет в Америку. On a cargo ship. На грузовом корабле. And on the way he suffered 2 heart attacks. По дороге через океан он перенес несколько сердечных приступов. But Krishna saved him. Но Кришна спас его. And he was determined to carry out his spiritual master's order. И он был решительно настроен исполнить приказ своего духовного When he учителя. reached America and he saw the people, когда он прибыл в Америку и увидел этих людей, he thought, how will they accept these principles of он Krishna подумал, consciousness? как они смогут принять эти принципы сознания Кришны. They will tell me, go back to India. Они, скорее всего, скажут мне, убирайся-ка ты обратно в Индию. But still, Prabhupada, he felt sure Lord Chaitanya has some purpose in sending me here. Но Шрила Прабхупада, тем не менее, верил, что Господь Чайтанья преследовал какую-то цель, посылая его туда. And he just went on trying his best to carry out the order of his spiritual master. Поэтому он продолжал изо всех сил пытаться исполнять приказ своего духовного учителя. Whether there would be success or not, that is up to Krishna. От того, будет успех или нет, это он оставлял на волю Кришны. Sometimes
a devotee is given a service and he tries hard to carry it out. Devotees live. And sometimes a devotee is given a service, Иногда преданному дается служение, и он старается выполнить его изо всех сил. but may not be so successful. Но при этом может не достичь успеха особого. For example, when Ravana kidnapped Sita, Например, когда Равана похитил Ситу, then the great bird Jatayu, he tried to stop Ravana. тогда огромная птица Джатаю пытался остановить Равану, There was a fight, и между ними завязалась великая битва. but Jatayu's wings were cut off, Но Равана отрубил крылья Джатаю, and he fell to the ground dying. и он упал на землю, умирая. But just then Ram and Lakshman returned, Но вскоре Рама и Лакшмана проходили там, and he was able to inform them what happened. и он рассказал им о том, что произошло с Ситой. So he wasn't successful in defeating Ravana, Итак, but he tried very sincerely. он не достиг успеха. Yatha Devi Tata Guru Tashaiti Kati Tahyartha Prakashanti Mahatmaha. Only unto those great souls who have implicit faith in both the Lord and the spiritual master are all the imports of Vedic knowledge automatically revealed. Шрила Прабхупада здесь в комментариях упоминает известный стих, который гласит, что только тому, кто имеет непоколебимую веру в Кришну и в духовного учителя, сами собой открываются все ведические выводы. Prabhupada often quotes this verse. Прабхупада часто цитировал этот стих. There's one passage in the Chaitanya Charitamrita Есть один абзац в Чайтанья Чаритамрите, where he quotes this a couple of times. где он цитирует этот стих 2 раза. That is when Lord Chaitanya was in Sri Rangam, Это история, которая описывает, как Господь Чайтанья посещал Шри-Рангам. and he went to the Ranganath temple, И он пришел в храм Господа Ранганатхи. and there were many Brahmins there. И там было множество браманов. One Brahmin in particular, he was trying to read the Bhagavad Gita out loud, И там был один браман, который пытался читать вслух Бхагавад-гиту. but he couldn't pronounce the words properly, Но при этом он не умел правильно произносить санскритские слова. and other Brahmins were laughing at him. И другие браманы смеялись над ним. But still he continued, and every day he would try again and again. Тем не менее он продолжал, и каждый день он делал это снова и снова. And when Lord Chaitanya saw him, he was crying. А когда Господь Чайтанья увидел его, то на глазах его были слезы. Lord Chaitanya asked him, "Why are you crying?" Господь Чайтанья спросил его: «Скажи мне, почему ты плачешь?» He said, "My spiritual master told me to read the Bhagavad Gita И every тот day, ответил: «Мой духовный учитель велел мне читать Бхагавад-гиту каждый день. but I cannot pronounce the words properly. Но, увы, я не могу правильно произнести слова. Still, I am trying my best. Но я пытаюсь изо всех сил». And when I think of Krishna on the chariot with Arjuna, then tears come to my eyes." И при этом, когда я вспоминаю Кришну, ведущего колесницу Арджуны, то слезы подступают к моим глазам. So Lord Chaitanya embraced that Brahman. Господь Чайтанья обнял этого брамана He said, "You have understood the real meaning of the Bhagavad Gita." и сказал ему: «Ты воистину понял Бхагавад-гиту». And he revealed to the Brahman that he was Krishna himself. И он явил браману, что он был сам Кришна. So Prabhupada quotes these verses to show that this is the proper way to execute devotional service. И Прабхупада этот стих там в комментарии приводит, чтобы показать, что это является истинным способом того, как нужно исполнять преданное служение. As also Krishna says in the 4th chapter of the Gita, Как Кришна также говорит в 4 главе Бхагавад-гиты: Tad vidi pranipatena pariprashnena sevaya upadekshanti te jnanam jnaninas tatvadarshinaha. Try to learn the truth by approaching a spiritual master. Там говорится: пытайте узнать истину, обратившись к духовному учителю. Inquire from him and render service to him. Вопрошай его смиренно и служи ему. The self-realized soul can impart knowledge to you because he has seen the truth. Самореализованные души способны дать тебе знания, ибо они видят истину. So to connect with Krishna, we should
render service to the servant of the servant of the servant of the servant of Krishna. Поэтому, чтобы совершать служение Кришне, нужно служить слуге, 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 слуге Кришны. Because as Lord Narayan said to Durvasa Muni, I am in the heart of my devotee, and my devotee is in my heart. Как Господь Нараяна говорит, обращаясь к Нараде Муни, говорит, я нахожусь в сердцах Дурваса Муни, прошу прощения, я нахожусь в сердцах моих преданных, а преданный находится всегда в моем сердце. I do not know anyone else but my devotee, and my devotee does not know anyone else but me. Я не знаю никого, кроме моих преданных, а мой преданный не знает никого, кроме меня. So that devotee is very dear to Krishna. И такой преданный очень дорог Кришне. As Prabhupada said, if you want to please a big man, you may give some sweet to his son. Как Шрила Прабхупада говорил, если вы хотите понравиться кому-то большому человеку, то дайте конфетку его ребенку. Because if you please his son, he'll be pleased. Потому что если его сын будет доволен, то этот большой человек тоже будет доволен. So we want to serve Krishna, connect with Krishna. We should serve Krishna's devotees and especially serve the spiritual master. Поэтому, если мы хотим служить Кришне, то мы должны служить его преданным и прежде всего духовному учителю. Prabhupada considered that to be the essence of his success. Прабхупада считал именно это причиной своего успеха. He said, I have no qualification. Он говорил, у меня нет особых качеств. My only qualification is that I tried to execute the order of my spiritual master. Мое единственное качество заключается в том, что я пытаюсь исполнить приказ моего духовного учителя. So this is a very essential aspect of bhakti yoga. И это очень важный аспект бхакти-йоги. And if we want to be successful in spiritual life, we should accept this principle and follow this principle. Поэтому, если мы хотим быть успешны в духовной жизни, мы должны принять этот принцип и следовать этому принципу. We are not masters and enjoyers. We are servant of the servant of the servant of the servant of Krishna. Мы не хозяева и не наслаждающиеся, мы просто слуги, слуг Кришны. Then we can be properly situated in our constitutional position. И вот так мы можем должным образом занять наше естественное изначальное положение. Just like there are so many wonderful devotees in the spiritual world. Как в духовном мире существует так много замечательных преданных. And many gopis. И там много гопи. And many manjaris. И много манджари. And the manjaris are assisting the gopis in serving Radharani. И манджари, они помогают гопи служить Шримати Радхарани. And Radharani is serving Krishna. А Радхарани служит Кришне. And she's also trying to introduce other devotees to Krishna. И при этом Радхарани все время пытается представлять Кришне новых преданных. When Prabhupada visited the London temple on Radhastami in 1973, когда Шрила Прабхупада был в лондонском храме на Радхаштаме 1973 года, so he was explaining Radharani is the best devotee. Он объяснял, Радхарани — это лучший из преданных. She's very dear to Krishna. Она очень дорога Кришне. But she's always trying to introduce other devotees to Krishna. Но при этом она постоянно пытается приводить к Кришне новых преданных. And she tells Krishna, this is very nice devotee. This devotee is a better devotee than I am. И она представляет их ему, говоря, это такой замечательный преданный. Он преданный намного лучше, чем я. So like that, all the manjaris and gopis are serving Radharani and she is serving them. Итак, все гопи и манджари служат Шримати Радхарани, а она служит им. And they're all trying to please Krishna. И все они вместе пытаются удовлетворить Кришну. And Krishna loves his devotees very much. И Кришна очень любит этих преданных. So he is also serving his devotees. И он также служит своим преданным. Just like Prabhupada also said that the spiritual master is a servant of his disciples.
Как Шрила Прабхупада говорит, что духовный учитель является просто слугой своих учеников. Like a parent is a servant of the child. Точно так же, как родители являются слугами своего ребенка. The child is subservient to the parent, but the parent is always serving the child. Ребенок должен слушаться родителей, но поэтому родители постоянно служат своему ребенку. So bhakti is like that. There is always mood of service between the Lord and his devotees and between the devotees. Вот бхакти таково. Это постоянное настроение служения, преданных по отношению к Господу и Господа по отношению к преданным. If someone sees that another devotee is doing nice service, he should be inspired by that, enlivened by that. Если кто-то видит, что какой-то преданный делает хорошее служение, то мы должны быть вдохновлены этим. And try to serve Krishna even better. И служить сами Кришне еще лучше. So in this way, spiritual life means there is a mutual service and a mutual appreciation. Вот это и называется духовная жизнь. Это взаимное служение и взаимное уважение, почтение. Not enviousness and trying to lord it over others and lord it over the material energy. Это не зависть, не попытка контролировать и управлять чем-то, As we find so much in the material world. что мы так часто видим в материальном мире. If we look at the history of human society over the last few thousand years, Если мы посмотрим на историю человечества на протяжении последних нескольких тысяч лет, so much fighting, so many wars, увидим так много борьбы, так много войн, trying to control the resources of the material energy. постоянная борьба за право контролировать ресурсы материальной энергии. So living at these just causing suffering, tremendous suffering to one another. И так живые существа здесь причиняют ужасные страдания друг другу, Even in the name of religion. даже под именем религии. See, that is not spiritual life. Но это не есть духовная жизнь. Spiritual life means to help one another and to be willing to live simply. Духовная жизнь означает помогать друг другу и жить просто. And be satisfied to have the opportunity just to be a devotee, to chant the holy names. И быть довольными тем, что у нас есть, и просто быть преданными, повторять святые имена. Prabhupada said a devotee is satisfied just to have some service and to have a little prasadam. Шрила Прабхупада говорит, что предан доволен, если у него есть немного служения, немного просада. So in this way, if we followed the teachings of Krishna, teachings of Srila Prabhupada, and as he recommended, cooperate together, then we can be happy in Krishna consciousness and help others also to become spiritually satisfied and advanced. Вот так, если мы следуем учению Кришны, учению Шрилы Прабхупады, при этом сотрудничая друг с другом, то мы сможем быть вполне счастливы в сознании Кришны и при этом помогая продвигаться духовно другим. Just follow the path of bhakti yoga as Krishna is telling us here in this verse and in the Bhagavad Gita. Просто следуя по пути бхакти-йоги, как Кришна и просит нас в этом стихе Бхагавад-гиты. So Hare Krishna. Харе Кришна. Any question? Есть какие-то вопросы? Yeah. Как обрести непоколебимую веру в Гуру? By following the instructions of Guru and Krishna. Следуя наставлениям Гуру и Кришны. These are eternal instructions. Это вечные наставления. They're simple instructions, Простые наставления. but they are very effective instructions. Но они очень эффективны. You see, by constant practice, by constant chanting of the holy names, Постоянно практикуясь, постоянно воспевая святые имена, then we can become situated properly in spiritual life. мы можем обрести должное положение в духовной жизни. And become more and more convinced of the effectiveness
of the process of bhakti yoga. И стать очень убежденными в эффективности процесса бхакти-йоги. Next. Пожалуйста. Такой вопрос. Насколько ступени йоги, которые описаны в комментарии Шрилы Прабхупады, работают в других традициях, в других верах? Или это только работает для вер, для буддийской традиции? Вопрос по-русски повторю. Насколько эти ступени йоги, которые описываются здесь, в Бхагавад-гите, Шрилы Прабхупады и также, насколько это работает для других духовных традиций, или это касается только ведической традиции? How much these steps of yoga are appropriate for other religious traditions, or this is only for yogic tradition? Well, we do find elements of these things in other traditions. Да, можно найти элементы этих путей в других традициях также. In Christianity, there is some stress, Buddhism also, on doing good works. В христианстве и буддизме всегда подчеркивается необходимость трудиться хорошо. Well, it's like karma yoga. Это похоже на карма-йогу. Or performing a penance also we find in Christianity. Также совершение аскез, Tapasya. тапасия, это есть в христианстве. So different aspects, definitely. They may have different names, but they are also found in other religious Да, то есть под traditions. разными названиями, но те же вещи можно найти в разных традициях. There was some, I was just reading recently about this Martin Luther, who was the person who kind of started what they call the Reformation or Protestantism. Я как раз недавно читал про Мартина Лютера, который является основателем реформации или протестантизма в христианстве. You know, so he was stressing that we have to perform penance. Он подчеркивал, что мы должны совершать аскезы. Because that time in Europe, you know, the Pope had some very big projects. Потому что в то время Папа Римский, он строил очень большие храмы. And he had these agents who went around. И его агенты сновали повсюду. And they were what is called selling indulgences. И они индульгенции продавали активно. You see that according to their philosophy, most souls or many souls, they don't go directly to heaven, they have to go to purgatory. В соответствии с той философией, большинство душ, они не отправляются сразу на небеса, они должны через чистилище проходить. You see, so some purification has to be there. Ради очищения. You see, but it was considered that many saints had performed great tapasya, so they had gone straight to heaven, but they still had a big store of pious credits. То есть великие святые, они совершали суровые аскезы, и они могли попадать сразу в небеса, у них был большой запас благочестивых поступков. And if there would be certain letters from them or from the Pope on their behalf, people could buy those, and in this way they would buy some of the pious credit. И если люди покупали какое-то письмо, подписанное Папой Римским или святыми, то они таким образом получали какое-то количество тоже благочестия на свой счет, так считалось. So they would say, as soon as a coin in the donation box rings, another soul to heaven springs. Поэтому даже была такая поговорка: с каждой монеткой, падающей в коробочку для пожертвований, новая душа попадает на небеса. So he was challenging this. Мартин Лютер бросил этому вызов. He said that actually we have to perform penance and we have to sincerely, you know, pray to the Lord and
in this way we can progress in spiritual Он life. сказал, что мы все должны совершать аскезы и искренне совершать свое служение Господу, и только так можем прогрессировать. So penance, yes, this is stressed a lot in Krishna consciousness. Но так или иначе, вот этот аскезизм подчеркивается и там, и в сознании Кришны. And good work, karma yoga, И like также that. карма-йога, совершение хороших действий, Prayer, you know, также молитва, like meditation on the Lord. и как медитация на Господа. So these are all, you know, different types of yoga as well. Это все разные виды йоги также. You- Бывают случаи, когда человек практикует больше года, сознание Кришны, повторяет мантру, читает, все делает как надо, но не получает духовный опыт. А в другой традиции, например, христианской, он получает духовный опыт и делает вывод, что это не его путь, а тот его. Почему так происходит и как это исправимо ли эта ситуация? Повторю вопрос по-русски. Бывают случаи, когда какой человек приходит в сознание Кришны, на протяжении года пытается следовать ему, повторять мантру, но при этом не чувствует обретения духовного опыта. И при этом в другой традиции, скажем, в христианстве, он за это время чувствует духовный опыт и поэтому уходит туда. Почему так происходит и можно ли с этим что-то поделать? Let him, if he's feeling spiritual progress by practicing Christianity, all right. Ну, хорошо. Если он чувствует духовный прогресс, занимаясь христианством, то пусть идет. Prabhupada said you can, practice any religion. The goal is to develop love of God. Шрила Прабхупада говорит, вы можете следовать любой религии, просто цель должна быть развить любовь к Богу. Of course, he encouraged people to chant Hare Krishna because he himself had great faith in it. Разумеется, Шрила Прабхупада людей вдохновлял петь Харе Кришну, потому что у него была очень большая вера в этот процесс. But, if he felt people were sincerely practicing other processes, he didn't discredit them or tell them to stop. Но если какие-то люди искренне практиковали другие процессы, он их никогда не осуждал и не велел им прекратить это. Once I remember we were in Delhi, in Darshan, Я помню, мы однажды были на Даршане в Дели, and one boy from Egypt, he asked Prabhupada, can I chant Allah on my beads? один парень из Египта спросил у Шрилы Прабхупады, а можно мне повторять на четках имя Аллаха? And Prabhupada said, yes. He said, that is also the name of God. Прабхупада сказал, да, это тоже имя Бога. But he said, try to chant Hare Krishna also sometimes. Вот добавил, ну иногда можешь Харе Кришну повторять также. Okay, I have to finish here because there is some time limit. Six. No, we have to stop. Apparently. На этом надо остановиться, поскольку есть временные границы. В некоторых религиях Эверест — это божество, что в шастрах об этом говорится. И если я не чувствую Кришну в сердце, являюсь ли я преданным? Вот in Shastra said about Everest. In the About what? Everest, Джамалунгми, Himalayas. About Everest? Yes, Everest in Himalayas. And the second question, if I do not feel Krishna in my heart, am I a devotee? Second question, maybe more. What does it say in the scriptures about Mount Everest? Yes. I don't know that it says anything. I haven't heard any quote. По поводу Эвереста я не слышал никаких цитат из шастр. If you don't feel Krishna in your heart, are you a devotee? А вот если вы Кришну чувствуете в сердце, являетесь ли вы преданным? Well, maybe you feel Krishna somewhere else. Но, может быть, как-то иначе можете Кришну почувствовать. Maybe you feel Krishna in a holy name, Может быть, чувствуете Кришну в святом имени, or in the deity, или в божествах, or in the devotees, или в преданных, or in prasadam. или в просаде. So that's all right. Тогда хорошо. Krishna is situated in many different places. Кришна находится во многих различных In местах. fact, Krishna is situated everywhere. Кришна находится на самом деле повсюду. So if you can experience him or feel his presence somewhere, that's a good beginning. Поэтому, если хотя бы где-то вы его чувствуете,
то это хорошее начало. And gradually you may be able to feel his presence more and more in more and more И places. постепенно вы будете чувствовать его присутствие все лучше и лучше, все в большем и большем количестве мест. And you may one day come to the stage which Krishna describes in Gita. И однажды вы подниметесь на тот уровень, который Кришна описывает в Бхагавад-гите. For one who sees me everywhere and sees everything in me, I am never lost to him, nor is he ever lost to me. Когда Кришна говорит, тот, кто видит меня повсюду и все видит во мне, для того я никогда не потерян, и он никогда не потерян для меня. But about the Himalayas, isn't it? Krishna says in the Gita, among the mountains he is the Himalayas, right? Что касается Гималая в целом, то в Гите Кришна говорит, из всех гор я Гималая. So not specific, he says Everest, but Не he про says Эверест, но Himalayas. про Гималая. Он говорит, это я. Also, Mount Meru he mentions as Он specific. также гору Меру упоминает в Гите. Okay, Hare Krishna. Харе Кришна! Шриле Прабхупаде ки, Шри Шри Доял Нитай Сачи Сutta ки, Шри Шри Jagannath Subhadra Baladeva ки, Samaveta Bhakta Vrinda ки, Nitai Gaur Premanandi, Haribol.